Друзья, всем привет! Сегодня буду делать полезную самоделку из вот таких остатков профильной трубы 20 на 20 и небольшого куска железа. Для начала примерно размещаю трубы, приложив одну на другую. Обязательно соблюдать по градусам не обязательно, но думаю градусов 30 между деталями достаточно. Далее зажимаем первую в тиски. Обязательно надеваем средства защиты на уши и глаза и отпиливаем по разметке. То же самое касается и второй детали. Теперь берем две детали, отпиленную под углом прислоняем к трубе, которую еще не трогали, и свариваем между собой, как на видео. К этой конструкции привариваем еще кусок профтрубы, который спилен под углом. Должно получиться что-то вроде пирамиды, но не совсем. Это видно на видео. Кстати, я совсем забыл сказать, для чего эта самоделка пригодится. Понадобится она для вот такого обычного бензотриммера. У меня появился вот такой триммер от компании Hutter, модель 2900S Pro. Довольно мощный триммер, косит как леской, так и диском, даже не напрягаясь. Но еще я нашел вот такого зверя. Это лесочная газонокосилка Hutter GLM 50L, которая особенно подойдет для работы на участках с высокой травой и бурьяном. У нее вот такие большие колеса, и ею удобно пользоваться на неровностях, по которым обычную газонокосилку перемещать затруднительно. Вместо ножа тут толстая 4-мм леска, которая режет все на своем пути. Двигатель в 5 лошадиных сил даже не замечает лопухи и крапиву. На больших участках очень удобно скашивать ей основную массу, не приходится таскать на себе триммер, хоть он и с удобным ранцевым креплением. Тут просто катаем ее, и она все делает, а там, где не достала, подкашиваем обычным триммером. После того, как убрали бурьян, пользуемся как обычной газонокосилкой. В общем, по цене и качеству оборудование от компании Hutter выглядит очень привлекательно. Все подробности в описании под этим видео. Так, продолжим изготавливать самоделку. Вы уже знаете, что она связана с бензотриммером, но чтобы сохранить интригу, для чего именно она нужна, вы узнаете дальше. Место, где сходятся три трубы, необходимо отторцевать так, чтобы в месте их схождения получился прямой угол. Далее от внутреннего угла отступаем одинаковое расстояние. Я отступил 15 см и делаем разметку, как на видео. То есть совмещаем точки и проводим линию. Боковые разметки делаем с помощью угольника. А теперь отрезаем по разметке. Далее необходимо разметить и отрезать последнюю, скажем так, лапку. Для этого приставляю угольник к отпиленным лапкам и вторым угольником проецирую точки и линии на последнюю. Далее отрезаю по разметке. Беру кусок железа и приставляю изделие к листу, а затем размечаю. А далее выпиливаем размеченный кусок, который потом равняем. В этом треугольнике надо сделать пару отверстий. Выручает, как всегда, ступенчатое сверло. Также делаем отверстие по центру вот в такой пластинке. Убрал немного ржавчину и заусенца. К пластинке прикрутил болт М6 с гайкой и прихватил гайку. Далее эту пластину с гайкой я привариваю к торцу изделия, гайкой внутрь. А также само изделие привариваю к треугольному листу.
Для более презентабельного вида крашу изделие в черный цвет. После высыхания прикручиваю шурупом к торцу хомут от пластиковой трубы. Если не ошибаюсь, для 25 мм трубы. Теперь нашу самоделку прикручиваю к стене на расстоянии от пола примерно 180 см. Готово. И вот для чего эта штука. Попользовавшись косой, обычно она лежит как попало, или небезопасно прислонена к стене, либо вообще просто лежит на полу и мешается под ногами. А с помощью вот такого самодельного кронштейна она всегда будет аккуратно висеть на стене, не мешаться под ногами и уже точно никуда не упадет. Снимается и ставится легко, но при этом прочно держится, в отличие от крепления в виде штырьков, где при случайном толчке косы она может легко упасть. Друзья, если вам понравилась такая идея, то ставьте лайки и пишите комменты, годная самоделка или нет. Те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!